Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Что скоро случится или произойдет? Давайте узнаем. Таро-прогноз на неделю с 10 по 16 марта. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но, надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Давайте сначала мы на картах пасьянса цыганского, старинного, поскольку он у меня очень давно, чуть меньше, чем 40 лет, правда? Давайте мы узнаем. И карты, маленькие карты с их рандомным значением, никогда не знаю, что выпадет. Они беспристрастно именно событийный ряд нам раскрывают. А после мы дополним, у меня Таро ангелов, или ангелов-хранителей, патронажа ангелов колода, мы раскроем, что нам подскажут уже карты Таро. Это как наше восприятие. И рассмотрим карты с позиции позитивной психологии. Но вначале у нас пасьянс. И что же случится, произойдет? Каковы события ближайшего будущего, ближайших дней? Смотрим. Смотрю я. Смотрите и вы, мои дорогие стрельцы, что совпадает. Какое-то известие, посмотрите, выпадает колокол. И колокол – это внешнее именно событие. Это не то, как, ваше, предположим, решение. И не совсем чаще это связано с нашей личной жизнью, должна сказать. Хотя, конечно, я это допускаю, у кого-то будет связано с решением конкретного человека. Все же это общая обстановка, это какие-то обстоятельства, которые несколько так неожиданны для нас, и мы принимаем ту реальность, которая есть. Вот есть тот момент, как отправная точка. Мы вынуждены что-то принимать, или это потому, что происходит, совершается, и мы на это не влияем. Но задача отстроить в каком-то новом ракурсе, в новом ключе. Или подумать, каким образом адаптироваться к какой-то ситуации. Но сама по себе либо новость, либо известие по колоколу может прийти. Давайте посмотрим, с чем это может быть связано. Или каким образом это оказывает влияние на вас. Я должна сказать, что я выполнила уже достаточно много раскладов, пока до вашего знака зодиака дошла. И вы знаете, очень у многих выпадает колокол, поэтому я делаю вывод, наверное, что-то такое из внешних событий, которые, может быть, на более глобальном масштабе, не совсем здесь касается вот именно личности, а это как ход истории, может быть, даже и так что-то мы узнаем. Но, тем не менее, вот смотрите, у вас выпадает радость. И значит, даже пусть на первый взгляд, допустим, или на первый момент, вот эта новость неожиданная, она нас может ошеломить. А для вас это к радости и значит каким-то новым возможностям. Идем дальше. У вас выпадает дорога. Это может быть ваш путь, поездка, переезды, может быть много мелких каких-то поездок, согласований, потому что есть новость, есть радость, есть возможность что-то осуществить, и после этого вы как будто включаетесь в какой-то вопрос, который именно важен для вас. Или, знаете, тут может быть скорое событие, или вот буквально какая-то новость, которая словно врывается в нашу жизнь. Ну и немного подумав, вы понимаете, как вам действовать. Ну, по крайней мере, я такое могу допустить. И после этого какие-то активные события, либо с вашей стороны, может быть, это будет сопряжено с вашими ключевыми партнерами, которые, вот эта дорога, это может быть и дорога кого-либо к вам, или согласования какие-то, или просто вы отправитесь, примите решение, что я куда-то еду. Вот у меня сейчас
наиболее подходящий момент. Будьте осторожны, потому что у вас выпадает маска. Конечно, маска – это всегда персона скрытая, которую мы не знаем, которая может транслировать нам очень что-то приятное, или мы можем даже слышать то, что нам нравится, а тем не менее мы должны быть внимательны, потому что нет определенности. Или человек конкретный что-то скрывает. И где-то карта нам будет говорить, точнее значение. Ты тоже эту маску, стрелец, одевай. Раз, мы с вами живем, наверное, в эпоху перемен. Есть те моменты, которые или события мы видим в определенном отрезке времени. А что-то спрогнозировать надолго мы не можем. Это как раз по части маски. И поэтому, конечно, слушать интуицию – это хорошее подспорье, хорошая практика. Но и принять во внимание тот факт, что придется и вам одевать маску. И есть какая-то игра внешняя. Или те события, как я уже сказала, с учетом колокола, то, что мы не можем изменять. И для вас есть определенное благо, каковы бы ни были эти события, мои дорогие, хоть камни с неба, потому что следующее значение идет именно венок, как радость. Но и еще, как не должно быть и восторга, но не должно быть и глубокой ненужной философии на мелком месте. То есть нейтральное отношение, где-то себя настроить на это нужно, к тому, что вы услышите, увидите, к тому, что вам будет предложено, или даже отправляясь решать какие-либо вопросы. Вам очень важно, мои дорогие стрельцы, быть таким непредвзятым, очень холодно-рассудительным, рациональным человеком. И, может быть, будет совершенно необходимо вот эту маску примерить и вам. Потому что если вы о себе много не расскажете, тогда потом вы скажете себе спасибо. Может быть, вы познакомитесь с человеком, у кого-то я это допускаю, потому что у вас выпадает роза, это любовь. Это, конечно, может означать, как какое-то любовное приключение, почему и нет. Вот эти два значения, тот человек, которого мы мало знаем. И значит, если происходит это знакомство на неделе, рано делать выводы, тогда нам так карта скажет. Хотя у кого-то это будет совершенно разрозненное. Любовь – это сама по себе любовь. Это ваши близкие, вообще добрая карта и развитие отношений. У кого-то как раз у нас, поскольку, как в одном пространстве и венок, и дорога, и любовь. Это встреча с любимым человеком. Но есть еще какие-то пункты, которые вы должны согласовать. Или пусть это по маске совершенно другие контакты. Берегите себя, мои дорогие стрельцы. Не бросайтесь с места в карьер. Просто помните, как минимум, что вам всей правды люди пока не рассказывают или ее не раскрывают. А если вам какой-то человек, я бы хотела на этом заострить внимание, к примеру, говорит комплименты или много этих комплиментов, или пытается словно усыпить ваше вот такое критическое мышление, да, по отношению к людям или конкретному делу. Задайте себе вопрос, а зачем ему это нужно? Поэтому будьте прозорливы и внимательны. Есть здесь положительные моменты, безусловно, но еще что-то не предопределено, еще что-то не прояснено, и мы не знаем, как развернется или пойдет колесо истории еще вперед, поэтому сохранить себя – это искусство. А раз это искусство, то стало быть где-то и маска. Даже если вы никогда не пользовались таким качеством или никогда не говорили себе, что я склонен или склонна к лицедейству, значит, в эту неделю сыграйте, будьте актерами своей собственной жизни, если жизнь не оставляет другого. Для вас это наиболее предпочтительная стратегия и тактика, как минимум на эту неделю. По крайней мере, я вижу это так. И у вас совпадает, еще в этом пасьянсе мы можем сложить крайние карты, как и по горизонтали, так и по вертикали. И поэтому у вас совпадет очаг, это дом, буквально может быть стены, это ваши домочадцы, это место, может быть, вашего проживания, как и на сегодняшний день, или планируемо, куда вы собираетесь переехать, у вас выпадает дорога. Может быть, это согласование по поводу недвижимости, имущества. И, значит, тоже, опять же, маска, помните. Не раскрывайте всех своих козырей. Помните, что если козыри есть в руках, и никто не догадывается, ваша позиция как минимум в 2 раза
всегда сильнее. Поэтому вот такая игра, раз уж нам приходится участвовать в какой-то внешней игре, и жизнь нам не оставляет ничего другого, тогда будем через искусство заниматься этим. Позвольте, правда, себе представить, что иногда жизнь идет не всегда по нашему сценарию, а нам именно приходится в чужом сценарии участвовать. Давайте узнаем на колоде Таро, какова же неожиданность, следующая карта. Или неожиданные события, в какой сфере жизни. С чем это может быть связано? А следующую карту я назову «Добрые события». Может быть, это как приятно вас удивит что-либо, или что вас обрадует, мои дорогие стрельцы. Достанем карту, к чему все идет. То есть последовательность, дальнейшее развитие событий. Ваши достижения, работа, бизнес и деньги. И следующая карта – любовь и личная жизнь. Что же нам раскроет по неожиданностям? Вот правда, тут не только праздник, точнее победа, но еще и праздник нам обещает эта карта. Я так и называю четверку жезлов праздник после победы. Это то событие, когда мы можем вместе с друзьями или с нашими единомышленниками отметить как победу, именно уже отметить. Значит, что-то доброе, хорошее все-таки оно словно пытается ворваться в вашу жизнь, мои дорогие стрельцы. Ну и было бы, я говорила, все равно не совсем разумно поддаться этому импульсу восторга или где-то расслабиться, мои дорогие, потому что когда выпадает победа, или пусть вот эта четверка жезлов, с одной стороны 4 жезла, это как столпа, это уверенность, это надежность, в некотором смысле, знаете, как какой-то фундамент. Но карты пасьянса цыганского нам раскрывают, а еще пока не все стабильно, понимаете? Поэтому и успокоиться мы не можем. Эту победу нам нужно еще каким-то образом сохранять. Первое. И второе, применять к реалиям нашей жизни. Но в этой карте уже конкретно прописано как и праздник, так и перспективы, в неожиданностях перспективы. Но где-то значение дополняет все то, что я говорила по цыганскому старинному пасьянсу. Что же за добрые события? Вот смотрите, здесь вот этот колокол может означать, что заканчивается какой-то прежний именно жизненный этап. Мы закрываем в прошлое дверь. И в этой колоде не на каждой карте прописан ангел, прорисован точнее, но в десятке мечей он есть. И нам говорят об окончании и освобождении. Но мы еще можем что-то передумать. Мы перестраиваем свою жизнь на новый клад. И всегда, когда выпадает эта карта, если мы закрываем в прошлое дверь, но и методы, которыми мы пользовались в прошлом, они не сработают на сегодняшний день. Вот этот момент примите к сведению. Но если мы спросили, как добрые события, это, знаете, это какое-то окончание тяжелого, сложного периода. Поэтому время уже пошло. И это не происходит в один момент или в один день. Может быть, к этому предпосылки через новости, через информацию как раз и будут. Но сказать, что мы, опять же, задержались в этом празднике – или где-то чересчур чем-то вдохновились. Нет, нам сразу же, как будто после какого-то важного события, нужно пытаться отстроить свою жизнь совершенно по-новому, не теряя времени. И если что-то уходит из вашей жизни, или кто-то, мои дорогие стрельцы, отпускайте. У кого-то это доброе событие может, знаете, проиграться даже банально. Может быть, прежняя история, и события уже произошли давным-давно. Это может касаться человека, и у кого-то это очень грустная история, связана с потерей человека. Меня смотрят люди из разных стран. Уход, может быть, человека из жизни, буквально не совсем веселая тема, но я должна об этом сказать. И вы долгое время находитесь вот в этом, как в замкнутом пространстве сложных эмоций. Вы без конца эту историю проигрываете в ментальности, в своей голове, и она вас буквально держит, как будто в кандалах, в заперти. Тогда как можно быстрее. И у вас на этой неделе прекрасные добрые энергии, как высшие силы, вам помогают избавиться от этого, понимать, что жизнь продолжается. И если прежняя история в силу разных событий, обстоятельств и причин уже закончилась, то теперь мы идем вперед. И вот та боль, которая была прежде, она нас уже не держит вот в этих оковах.
Для вас, по сути дела, переход на новый уровень, на новый жизненный этап. К чему все идет? Очень символично все то, что я сказала. И вам выпадает восьмерка воды. Девушка конкретно показана, которая идет вперед. И ангел выходит ей навстречу. Вы как под патронажем ангелов, ангелов-хранителей находитесь, мои дорогие стрельцы. Высшие силы пытаются вам помочь. Помочь, может быть, увидеть новые перспективы, новые возможности. Завершить тот этап, который должен быть завершен. И если нам довелось действительно с вами проживать в эпоху перемен, то от того, как мы быстрее или быстро перестроимся и правильно оценим, что же происходит вокруг, или поймем, что нам теперь приходится и свою собственную стратегию, тактику корректировать. Может быть, корректировать подход к людям, общение с людьми, обустраивать свою жизнь с учетом новых событий или каких-то новостей, информации или обстоятельств вашей жизни. И поэтому действительно для вас вот что будет продолжено? Жизнь с новым этапом, совершенно с новыми возможностями. Девушка, которая изображена на карте, посмотрите, она идет налегке. И вот эти кубки 8, которые перевернуты, словно разбросанные вокруг нее, они символизируют о том, ну все то, что могло случиться, оно уже произошло. Уже ничего не держит в прошлом. На сегодняшний день это как решиться нужно на что-то. У кого-то эта карта будет, и это часто бывает, как, знаете, перезагрузка своеобразная. Или когда мы ищем выход, и мы его находим. По этой карте сам по себе переезд или планируемый переезд, или какая-то поездка, может быть много каких-то дорог. Такое тоже не исключаю. Давайте узнаем ваши достижения. Ну, может быть, достижения в личной жизни. Десятка кубков сама по себе. Тут так и прописано, мои дорогие. Семья, любовь и радость. Вот, значит, пусть это мы на работу или на достижение, но вполне вероятно у кого-то работа на дому. Ну, значит, у вас как дом... Это место свершений каких-то по части личной жизни, как приятных новостей, так и по части работы, ваших достижений. Или вы искали работу на дому, значит, вы себе скажете спасибо, что вы двигались в правильном направлении и есть возможность ее найти. И, кстати, карта будет говорить, что бы вы тут ни задумали, мои дорогие стрельцы, восьмерка кубков нам предлагает рассматривать все варианты, от чего-то не отказываться. И самое главное, не ставьте перед собой табу. Вас эти табу, или если вы себе говорите, нет, вот я хочу именно так, помните, что вы сразу автоматически отказываетесь от альтернативных вариантов. И наш период цифровых технологий, развитие новых вообще взглядов в будущее или каких-то новых, или применения новых возможностей, которые прежде нами даже были и не изучены, или даже не были нам известны. Поэтому какую-то альтернативу все-таки карта, с учетом к чему все идет, мы должны рассмотреть. Может быть, что-то и изучить, и правда от чего-то не отказываться. И тогда вот этот праздник после победы у вас будет наиболее полным. Может быть, это будет касаться вашей личной истории. У кого-то любовь выпадает. Может быть, это встреча с любимым человеком. Или это решение вопросов по части и встречи, и переезда. Или, может быть, проживания, поскольку десятка кубков может говорить, что вы решаете вопросы именно по части, где будет находиться то место вашего уюта, комфорта. Пусть это ваш дом или апартаменты, квартира, или просто это временное место пребывания, у кого-то ведь и так. Но вам хочется отстроить свое благополучие максимально в том месте, где вы находитесь. И даже при самых патовых ситуациях эта неделя, ну, просто шикарная для того, чтобы по максимуму использовать даже те возможности, которые прежде вы или отрицали, или не видели, или думали, что нет, такого не может быть. Вот здесь возможно все. И у вас очень сильная позиция. В личной жизни. Ну вот смотрите, пятерка земли или пятерка пентаклей – это всегда недостаток. И поэтому это может быть как недостаток человека и желание встретиться. У кого-то это проиграется прежняя история на личную жизнь, когда не было достигнуто взаимопонимания, и вы поссорились.
На этой неделе вы можете помириться, это точно. Я не могу сказать, что вы просто сидите и ждете. Но, может быть, вы делаете первые шаги, ищете вот это самое взаимопонимание. Но карта еще и говорит, будь внимателен к деньгам. Судя по десятке воды, деньги есть, по крайней мере, в разрезе этой недели. Но и праздник как бы тоже есть, когда выпадает четверка жезлов. Это финансовая стабильность, по крайней мере, на эти 7 дней. Но в то же время карта все-таки пусть на личную жизнь, и это ваше личное благополучие. Стало быть, раскрывает карты и денежные вопросы. Так вот, деньги нужно как-то правильно распределить, правильно рассчитать. Или, по возможности, не тратить, больше сохранять, чтобы не было какого-то пролапса. Может быть, карта и говорит вам, не должно быть вот этого самого провисания, как и в деньгах, так и во взаимопонимании с вашими близкими. А вот как раз решить вопросы по части недосказанности некоторых или когда прежняя финансовая история у вас была не прояснена, вот это самое время, потому что вы сможете за эту неделю как для себя что-то и прояснить окончательно, ну и все-таки разработать новую стратегию, тактику. И кто знает, мои дорогие стрельцы, мы смотрим пока на неделю, и это не такой большой срок, но, возможно, вот эту маску вам придется сохранять или где-то принять во внимание, что, используя некоторое актерское мастерство, ваша жизнь более стабильна или более прогнозируема. По крайней мере, у вас больше возможностей правильно реагировать на те события, которые приходят извне, и искать выход из создавшихся ситуаций или принимать важные решения. Вот этого я тоже не исключаю. Я вижу все-таки взаимосвязь между пятеркой Земли и маской. Поэтому тут как мы сами себе должны оставлять пространство для маневра, если это необходимо, отступить полшага назад, не усиливать какой-то конфликт, не создавать или свести к нулю какую-то конфронтацию, мои дорогие, но и не просчитаться с деньгами. С деньгами будьте тоже осторожны. Не тратить это точно. Или не время вкладываться. Например, если вам даже какие-то инвестиции предлагают сделать эту инвестицию, это если только инвестиция в самого себя. Вот она будет шикарная в плане обучения, именно вашего личного развития. Но я бы даже не сказала, что это ваш личный бизнес. Вот просчитывать прекрасно, но сказать, что мы достаем из кармана деньги и какие-то совершаем крупные покупки на этой неделе, я тоже сказать не могу. Все же с деньгами будьте осторожны. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.